Ограничение. Что такое ограничение? По восьмерке мечей, когда обычно показывают. И вообще, что такое ограничение, когда говорим, что у вас есть ограничения, но на самом деле это те ограничения, которые вы придумали сами себе. Это так и есть. Это нужно осознать, переосмыслить для того, чтобы выйти из этих ограничений, потому что ничто вас, каждого, не сдерживает, кроме твоих собственных фантазий. То, что есть в твоей голове, и то, чего ты хочешь, и по твоему мнению ты не можешь получить прям здесь и сейчас, и ты воспринимаешь это как ограничение, это вредоносная программа, которой ты сам себя разрушаешь. То есть смотри, ты должен определиться, опять-таки, со своим желанием, что ты хочешь здесь и сейчас. Прям вот хочу чемодан денег, чтобы мне упал на голову, да? Чье это желание? Это желание твое, что ты будешь делать с этим чемоданом денег? Зачем тебе нужен этот чемодан денег? Что, ничего не буду делать? Ничего не буду делать, зачем, собственно говоря, цель твоего пребывания, цель твоего нахождения здесь? Ничего не делать. Буду жить и буду кайфовать. Это вряд ли. Конечно, покайфовать ты можешь, но недолго и, скорее всего, губительно и пагубно для себя самого. То есть это не желание, это не намерение, это фантазия, которую ты подхватил из внешнего пространства, которая тебе навязала эту мысль, что ты должен быть богатым, потому что ты будешь очень круто проводить свое время. Как это будет тебя развивать? Как это будет тебя расширять? Никак. Это тебя уничтожает. И здесь и сейчас через это желание ты уничтожаешь себя сам. Когда ты себе говоришь, вот если бы я был, там, я не знаю, в Караганде, в Монако, вот тогда бы я, зажил, тогда бы мне все, тогда я был бы просто счастлив, да? Ты сам себя обманываешь, потому что все в жизни совершенен ты на момент здесь и сейчас. Совершенен, как бы ты не выглядел. Более того, если тебя прям поместить туда, в те условия, которые ты якобы себе рисуешь, это тебе не поможет. Это не сделает твою жизнь лучше, это не сделает тебя счастливым. Никак. То есть все будет так же, как есть на данный момент в твоей жизни. Это фантазия, это ограничение, фантазия. Почему так человек мечтает? Вот если бы у меня была, там, не знаю, если бы у меня был вес другой, если бы у меня были шмотки другие, если бы там я жил в каком-то этом, хорошо им рассуждать, они там сям. Да тебя не должно волновать, кто там и сям, как у них и как это. Абсолютно не должно. Тебя это триггерит, это твои помощники, это твои ключи. И ты должен осознать, что тебя не устраивает. Почему тебя не устраивает? Потому что ты не можешь принять. Принять кого? Себя. Ты не можешь принять себя на здесь и сейчас. И ты придумываешь и фантазируешь о том, что вот если бы, да кабы, тогда бы, конечно, я бы, конечно, тогда и счастлив, и любил, и добрый был бы, и вообще всем бы, я не знаю, миру этому бы счастье дарил, да? Это вранье. И врешь ты прежде всего сам себе, не кому-то. И от этого никому ни жарко, ни холодно. От этого ломаешь только ты сам себя. А не примешь ты себя до тех пор, пока ты не поймешь, что ты совершенство. И тебе не нужно себя сравнивать
с кем-то. Тебе это навязали, тебя заставили это делать. А ты можешь им вот так показать и сказать: хер вам на всю рожу. Я индивидуальность. Я индивидуален. Таких, как я, нет. Я исключительность. И я пойду своим исключительным путем. Как получится, так и пойду. Потому что по моему пути никто еще не ходил. Я сам по нему пойду. Пойду как могу. Когда ты это осознаешь, что ты совершенство, что твоя жизнь совершенна. Почему совершенна? Здесь не надо брыкаться, здесь не надо там слюной брызгать в экран телефона. Потому что все в полном соответствии твоего внутреннего и внешнего, твоего мыслительного процесса, твоего чувственного аспекта. Все в совершенстве на данный момент, на здесь и сейчас. Необходимо на себя посмотреть по-другому, на свое тело в первую очередь, и принять это тело как уникальный инструмент, которого ни у кого нет, кроме тебя, и никогда не будет, кроме тебя. И каким бы оно ни было, оно твое, и твоим останется. И не имеет значения, как оно выглядит здесь и сейчас. Оно толстое, оно худое, оно кривое, оно косое. Оно твое, и ничего больше. И такого больше ни у кого нет. Вот с этого начинается принятие. А потом необходимо полюбить то, что у тебя есть. Потому что оно тебя любит в априори, безусловно. Твоя собственная машина, оно тебя любит и ждет, когда ты очухаешься и перестанешь его травить, ломать, уродовать. Оно терпит, ждет и, безусловно, тебя любит. В надежде, когда-то ты там осознаешься, проснешься, пробудишься и что-то там начнешь ему помогать, тоже любить его так же, безусловно, как оно любит тебя. И как бы оно ни выглядело, это не окончательно. Ты можешь его трансформировать. Оно готово быть таким, каким ты хочешь, чтобы оно было. И не через хирургические обрезания, подрезания, высасывания или еще какие-нибудь там. Нет. В нем функция есть такая, до которой нужно дорасти немножко. Вот почему все то, что ты себе придумаешь, это твои фантазии. Да, ты можешь быть таким, каким ты хочешь быть. Ты можешь иметь все то, что ты хочешь иметь. Но для этого ты должен быть сознательным, разумным человеком. Для этого ты должен понимать свои процессы, прежде всего свои, и через это влиять на них. А если ты ни хрена ничего не понимаешь, не знаешь, фантазируешь, сидишь в носе, ковыряешься и говоришь, как все, ну вот я один, да, есть такой. Это дело лучше, дело от этого лучше не пойдет, и тебе от этого легче не станет. Зачем записала? Затем, что я хочу донести до вас фантазийность этих ограничений. Это фантазия. Если на данный момент ты должен понять, что то, что есть у тебя сейчас, это все то ценное, которое тебе необходимо на здесь и сейчас, что бы у тебя ни было.
какой бы арсенал это не включало в себя, да, что бы это ни было. Ты должен на это посмотреть по-другому. По-другому и понять, что это твои инструменты. Все то, что у тебя есть. Забудь о том, чего у тебя нет. Посмотри по-другому на то, что у тебя есть. И это все то, чем ты можешь оперировать. То, что тебе в помощь. Просто это нужно увидеть. Если у тебя чего-то нет, или ты на данный момент здесь чего-то не можешь себе, так скажем, позволить, да, значит, это тебе просто не нужно. Это тоже факт. Если у тебя чего-то нет, не упирайся рогом. Не пытайся прогнуть пространство под себя, потому что, как правило, ты себе в лучшем случае шишку набьешь, а в худшем случае голову снесет. Это все очень просто на самом деле. Забудь ты о том, что тебе навязывают. Если нет, надо добиваться, надо там рогами упираться, надо землю рогом рыть, там, копытом, да. Для чего это? Для того, чтобы ты сам себя убил побыстрее. И ты им скажи, вот вам, хрена вам лысого. Вот так.